Всем привет, друзья! Вы на канале Контрольная рыбалка. Меня зовут Юля. И если вы не со мной, то обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии, следите за обновлениями. Рыбачить я собираюсь с береговой линии, поэтому никаких забродников, никакой лодки у меня не будет. Сегодня приняла решение надеть свой костюм Feeder Concept. Почему? Потому что все равно в любом случае довольно холодно становится. Поэтому надо, чтобы вещи грели. А надевать забродники я не хочу. Почему? Потому что ноги сразу замерзают. Я не люблю, когда все мерзнет. Я люблю на рыбалке, главное, комфорт. Тогда все идет в удовольствие. И даже если не ловишь рыбу, то все равно будет все в удовольствие. Ну и рыбачить я собираюсь на вот такой вот малой речушке, на которую приехала. Сегодня не первый раз. Здесь я уже была. Мне нравится тем, что она не широкая и довольно спокойная, поэтому мне будет здесь комфортно, удобно ловить рыбку. Совсем тихо уже, нету ни пения птиц, нету никаких стрекотаний насекомых. Вообще осенью и зимой природа как будто успокаивается. Единственные крики, которые обычно слышишь, это крики ворон или сорок. Вот такая вот река, которая очень сильно, к сожалению, обмелела и мелеет. Почему? Потому что ей очень сильно орошают поля. Вот, продукция у нас в магазинах белорусская вся дорогая. Несмотря на это, у нас уничтожаются природные ресурсы, реки, леса и так далее и тому подобное. Совсем за ними никто не следит, особо бесхозяйственность полная. А еще вот обратила внимание, что во многих местах, где я рыбачу, появились вот такие вот огромные штуки. Это кто? Это кроты? Ребята так разрывают, слушайте. Но они просто реально вот везде, посмотрите. Это ужасно. Ну и сегодня снова в главных ролях мой Shimano Bassmaster Stradig C4 3000 шпуля. Почему? Потому что безумно хочу ловить нормальную крупную рыбу. Поэтому пытаюсь себя приучить к нормальным, тяжелым, так сказать. Я люблю ультралайт, но я понимаю, что поймать на ультралайт что-то сверхъестественное навряд ли получится. Для ультралайта, может быть, будет рыба и сверхъестественная, а вот для практики, для моей, для ловли нет. Поэтому сейчас я выбираю себе Shimano снова Bassmaster. Классный спиннинг с большим диапазоном рабочих весов. Если я не ошибаюсь, там от 10 до 30 грамм или нет, не помню. Где-то же должно быть написано. Просто спиннингу уже, наверное, лет 8. Уже даже, видите, все постиралось. 2,4 метра написано он. Сейчас скажу, сколько он по расфасовке. Да, 10, ребята, 30 грамм. Представляете? Вот так. Еще, ребятки, лет 5 и этой реке, я думаю, что будет кондец. Это уже не река, это уже ручей. И с каждым годом она становится только мельче и мельче. Издалека, ребята, увидела, что рыба есть, потому что что-то гоняло малечка вдоль береговой линии. И вот я сейчас иду на повороте, где-то увидела. Иду по вот таким вот зарослям, по дебрям. Обхожу, чтобы потом подобраться к этому повороту непосредственно. Это уже не поворот. Это уже не река. Это уже, ребятки, мои. Ручей самый натуральный.
О, как будто ударчик небольшой. Надо было паузу дать. Сейчас еще разочек. Щука есть, скорее всего, здесь еще, ребятки, пока. Ну, уже, скорее всего, совсем меленькая будет. Крупную щуку на этой речке, к сожалению, уже не поймаешь. Наверное. Не на этом участке. Вода очень мутная. Ну как мутная? Относительно мутная. Дно сейчас все устелено старыми листьями. Все это перегнивает, загнивает. Плюс дожди шли. Из-за этого, возможно, и довольно мутно. Поэтому я использую, ребят, сейчас яркий зеленый воблер Касадака Маскот, который рыба заметит и отреагирует на него. Вот. Ну, река настолько мелкая, что вести, в принципе, комфортно получается воблер. Только первую ее половину. Почему? Потому что каждый раз она цепляет траву и все. О, видите, о, берег должен быть здесь. Хотя бы. Это хотя бы в идеале. А вон где, видели? Грустно, грустно, очень грустно и печально мне, мои ребятки. Получается, вместо того, чтобы, ребят, бросать приманку к противоположному берегу, на таких рейках удобней забрасывать их вниз по течению, понимаете? И вот так вот проводить с паузами, остановками. Можно более равномерную проводку делать, но я делаю обычно, если вот воблер, то у меня вот такая проводка. Сейчас, ребят, я провожу вдоль береговой линии воблером. Причем провожу так, чтобы у рыбы была возможность заметить воблер. Подолгу останавливаю, даю ей возможность течению играть им. Я уверена, если бы рыба хотела кушать, она бы не устояла против такой вот возможности, против такого удовольствия и обязательно бы клюнула на мой воблер. Но, как видите, не хочет почему-то. И я не знаю почему. Сейчас вот еще разочек. Давайте. Пока не хочет, значит не время. Как уже я смогла для себя какую-то небольшую статистику сделать. Все возможно, что рыба питается утром и вечером. И все. А сейчас еще не вечер, середина дня. Возможно, нужно дождаться другого времени суток. Ну, ребят, нет смысла стоять на месте. Мы ищем с вами активную рыбу, понимаете? Активная рыба так или иначе должна быть где-то. Поэтому смело продвигаемся дальше. Дальше, шаг за шагом. Ну. Первая щучка грамм на 800 уже дала о себе знать. Среагировала на воблер Касадака Маскот. И сидит она вот на этом повороте. На глубине, похоже, что где-то возле ямы. И среагировала на воблер после такой довольно длительной паузы. Но промахнулась. Я почувствовала, я ее увидела. Вот здесь вот у себя прям под ногами. Поэтому я уверена, что это была щука. Но она, к сожалению, промахнулась. И только
сделала небольшое касание моего воблера. После чего я попробовала блесной ее тут доловить, с разных мест попробовать выманить. К сожалению. К сожалению. Значит, это не моя рыба, надо идти дальше. Одно я теперь точно знаю, что Касадака Маскот привлекает рыбу и здесь. И можно вполне успешно продвигаться дальше вниз по течению и пробовать поймать на этот воблер щучку. Прошла я метров 50 на 50 метров. Один выход. Включай, иду дальше. Так, здесь вдоль берега длинная стена камыша. 100% щука здесь есть, но нам надо как-то спуститься вниз. О, смотрите, какой идеальный поворот для стоянки хищника. Точнее, не поворот, а участок реки, потому что, наверное, это все-таки не поворот. Так, мы с вами тихонечко вот сюда спускаемся и пробуем поймать хищника. Довольно интересное место, интересный поворот. О, прям попала, ну, почти туда, куда надо, можно так сказать. Ребятки, наконец-то есть. Пока нету, точнее, но это уже поклевка. На воблерочек. Хорошенькая. Ох, для этой реки хорошая. Ох, для этого места хорошая. Ребята. Ой-ой-ой. Хорошая щучка. Отличная. Для этого место просто нереально. Вышла из камышек. Чупакабра. Как маленькая? Ну, совсем-то и маленькая. Так, надо какую-нибудь палочку ее немножко как-то, чтобы она отцепилась. Провели, ребят, мы небольшие манипуляции, так сказать, по освобождению щуки. Надеюсь, что я здесь не окажусь в воде, потому что дно довольно топкое. Вот она, малышка. И малышка наша
вся в пиявках, ребят. Даже страшно ее, честно говоря, трогать, потому что она вся в пиявках. Вот такая вот хорошая щучка. На самом деле для этого места просто обалденная. Смотрите, о, какая она напитая, сволочь эта. Вот одна, вот вторая. Это значит, что рыба стоит, рыба не питается. А щучка вполне себе зачетная, взяла на воблер Касадака. Не зря я ношу с собой все причиндалы для того, чтобы освобождать щуку от моих приманок. Ребят, ну это круто. Есть! Освободили щуку и загадываем желание, малышка. Спасибо, что ты к нам пришла. И отпускаем ее, конечно же. Что нам с ней делать? Ничего нам с ней не делать. Мы должны ее отпустить восвояси, потому что она слишком холодная. Малышка, я верила, что ты придешь. О, красота, смотрите, какая прям желтенькая. О. О. И мы ее сейчас отправим восвояси. Давай, мать, иди. Наверное, 3, может быть 3:30, может быть 4 часа вечера, потому что уже в 5 темнеет. И пошел, кстати, дождь, снег, полудождь, полуснег. Сегодня у нас холоднее, чем было вчера. Погода меняется, дело близится к заморозкам. И наконец-то она вышла. То есть она один раз показалась, второй раз показалась оператору, был на воблер. Третий раз он сказал, что типа ударила у него на блесну. Но у меня был один показ, и одну я вот сейчас вот щучку реализовала на воблерок Касадака Маскот. Клюнула она на паузе, то есть забросила, немножко провела, пауза. Стояла она там в том месте, задерживалась на течении, где течение ей создавало дополнительно, так сказать, игру без моего участия, даже когда была пауза. Вот, поэтому все, моя тактика сработала. Я уже довольна, что получилось поймать щуку. Вот, и постараюсь поймать, может быть, еще одну. Так, шикарное место для того, чтобы поймать щуку. Тут прям такая обратка интересная. Где-то здесь лежит дерево. Фух, трава есть. А вообще здесь очень мелко, потому что это прогон. Ну что, думаете, она стоит под берегом? Ну, конечно, она должна там стоять. Трава там такая вот, цепляется сейчас за нее воблер. Я так потихонечку прохожу. Есть, ребятки, есть, ребятки. Я ж говорила, что есть она там. Я говорила. Видите, даже вам прокомментировала и поймала наконец-таки поклевочку на камеру. На камеру. В травке она прям стояла, элегантненько так вот взяла. Хорошенькая щучка для этого места, которую мы сейчас, естественно, отпустим. Вот. И она тоже с пиявкой, смотрите.
мы ее полечим вот так от пиявки, потому что так. Главное, чтобы пиявка на мне не поселилась. Я их немножко побаиваюсь, вот этих штук. Больше вроде бы этих штук на ней нет, но сам факт в том, что есть, это значит, что... Оп, все. Опа, давай, малыха. Ну вот, еще одна вот такая вот красота, которую мы сейчас отправим домой. О. О. Оп. И пошла она вот, и стала вон прям в траве. Вот еще ни одного выхода прям вот такого, чтобы накрыло с той стороны. Я понимала, что рыба идет не из-под берега, а из-под противоположной стороны. Еще ни одного выхода не было. Вот я сейчас зато понимаю, что я зацепилась, там травы дофига. Я зацепилась за траву, понимаете? Совсем чуть-чуть остается уже до такой кромешной тьмы, потемнения. Видно, что уже скоро совсем стемнеет. Ну, я думаю, еще там один последний поворот, ребят. Здесь я уже останавливаться не буду, она не захотела брать. И можно уезжать. Но все равно результат хороший. Несколько выходов, несколько щучек. Ребят, для воблера. Но единственное, что нужно выбрать правильную траекторию. Вот, и забросить. Отлично. Отлично. Хоть это и прогон, здесь под камышовой линией довольно глубоко. И я знаю, что в таких местах под камышами вполне может усидеть щука, окунь. На самом деле мне достаточно 3-4 раза провести, чтобы понять, есть рыба или нет. Чаще всего, если она есть, она возьмет, понимаете? Через 3-4 раза. Если она питается, если она более или менее активная, она берет. Если она не питается, нет, а смысл ее дергать. Ну, она не захочет брать, она не хочет брать, она не будет есть, чтобы вы там не бросали. Сегодня прекрасная погода. Сегодня прекрасный, замечательный рыболовный день. Я увидела щуку, словно снова половила на спиннинг. Вот, поела вкусного сала, попила чаю и побывала на природе. Если вы также любите природу, как люблю я, если вы любите активный отдых, любите ловить все виды рыб, на все виды снастей, то обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии и следите за обновлениями. Всем ни хвоста, ни чешуи, друзья. Пока!